Весной 1979 года группа из 23 школьников и их учительницы исчезла во время учебной экскурсии в лесу штата Орегон. Это был последний звонок, обычная выездная география. Погода стояла ясная, маршрут был стандартным, но к вечеру никто не вернулся. Учебный автобус остался на стоянке, телефоны молчали. Директор школы сразу сообщил в полицию. Сперва предполагали, что дети просто заблудились, потом начали искать. Подключили Национальную гвардию, волонтеров, кинологов, обследовали лес в радиусе 30 километров, задействовали вертолеты. Ничего. Ни следов, ни предметов, ни тел. Будто испарились. Расследование затянулось на месяцы, но и спустя год не дало ни малейших зацепок. Родители требовали объяснений. Пресса выдвигала теории, от массового похищения до природного катаклизма. Но ничего не подтвердилось. Дело заморозили. О нем вспоминали только в годовщину трагедии и в локальных подкастах о тайнах прошлого. Прошло 35 лет. В апреле 2024 года турист в возрасте 50 лет, совершая пеший маршрут по малоизвестной тропе, заметил женскую фигуру, лежащую в кустах. Она была без обуви, изможденная, с повреждениями кожи от солнца и веток. Пульс был едва ощутим. Он вызвал службу 911. Женщину госпитализировали. Медики зафиксировали сильное обезвоживание, потерю веса, следы истощения и физическое переутомление. Психическое состояние было нестабильным. Она приходила в сознание короткими отрывками, говорила неполными фразами. Через день, когда она смогла ясно говорить, она потребовала вызвать полицию. Прибывший детектив Джон Смит был шокирован, услышав: «Меня зовут Софи Уитмен. Я из школьной группы, которая пропала в 1989 году». Смит сперва подумал, что это ошибка или тяжелое заблуждение. Но отпечатки пальцев, ДНК и архивные фотографии подтвердили личность. Через несколько часов в больницу прибыл шеф полиции Харрис. В 1989 он был младшим следователем и хорошо помнил то дело. Софи рассказала все, что помнила. В тот день их класс пошел на экскурсию в лес с учительницей миссис Хэмингтон. Они отклонились от маршрута, чтобы посмотреть геологические образования. По словам Софи, на одном из участков почва буквально провалилась под ними. Они упали в подземную полость, как позже выяснилось, часть старой пещерной системы, не указанной ни на одной карте. Обрушение отрезало им путь наружу. Связи не было. Пытались кричать, искать лазейки, но безрезультатно. Пещера была темной, с узкими проходами и почти без кислорода. Несколько дней они провели в панике, потом начали действовать. Пили воду из капель с потолка, ели корни, плесневые грибы, позже соорудили примитивные ловушки на мелких подземных существ. Смерти были от травм, инфекций, обострения хронических заболеваний. Психика некоторых детей не выдерживала. Но миссис Хэмингтон держалась. Вела дневник, организовала простые правила жизни. Делить пищу, следить за гигиеной, поддерживать порядок. Она говорила: «Мы должны выжить, чтобы нас нашли». «Мы ждали», — говорила Софи. Считали дни, потом недели, потом перестали. Память стала стираться. Но я не переставала искать. Пару лет назад в одной из боковых пещер я заметила трещину. Узкую. Сначала думала, показалось. Но она вела вверх. На прорыв ушло почти полгода. Расчистка, попытки пролезть, вырубка камня. Один шанс на миллион. Когда проход стал чуть шире, миссис Хэмингтон подтолкнула Софи. «Если хоть кто-то доберется до людей, у нас появится шанс». Софи двигалась по тоннелю почти 2 дня без еды, света и сна. Когда увидела небо, просто побежала. Ее нашли спустя еще сутки.
Полиция организовала масштабную операцию. Были привлечены спасатели, геологи, военные, психологи. Пещера оказалась за пределами прежнего поискового периметра. За десятилетия растительность сменилась, тропы исчезли. На спутниковых снимках видно было небольшое провалившееся место. Вероятно, тот самый обвал. Работы велись вручную. Вибрации могли вызвать новое обрушение. Через 72 часа команда добралась до основной камеры. Там находились 17 выживших. Взрослые мужчины и женщины с осунувшимися лицами, тусклым взглядом и тяжелой реакцией на свет. Некоторые не разговаривали. Медики позже установили, у них начались дегенеративные изменения зрения, кожи и нервной системы от жизни без солнечного света. Всех эвакуировали. Началась долгая реабилитация. ДНК-экспертиза подтвердила личности. Это были те самые дети, пропавшие в 1979-м. Большинство родителей уже не было в живых. Некоторые родственники не могли поверить. Одни встретили их объятиями, другие — в слезах и шоке. Город оказался в эпицентре внимания. СМИ окружили район. Пещеру и прилегающую территорию оцепили. Ученые начали изучать геологию региона. Версия заключалась в следующем. В 80-х активизировалась подземная эрозия. Один из участков породы обрушился, перекрыв вход. Без технологии георадара и современных карт вероятность найти группу была крайне мала. Софи вернулась в город. Дом ее семьи продан. Родители умерли. Город изменился до неузнаваемости. Люди, техника, улицы — все стало чужим. Ее история вдохновила многих, но для нее самой реальность казалась пугающей. «Самое страшное, — говорила она журналистам, — это то, что я иногда скучаю по тишине под землей. Там хоть все было понятно. А здесь все слишком быстро». Спустя полгода большая часть выживших все еще проходила реабилитацию. Им помогали адаптироваться, учились пользоваться смартфонами, знакомились с современными деньгами, соцсетями, изменившейся культурой. Некоторые поселились в реабилитационном центре, другие — у дальних родственников. История исчезновения класса из школы в Орегоне теперь не просто тайна, а один из самых необычных случаев выживания в истории США. Без сверхъестественного. Только почва, камень и несломленная воля выжить.